Всем привет, это Тостер. Здесь много интересного о домашней технике, но у нас реальные обзоры и тесты. В этом видео мы поговорим о 3 устройствах. Пожалуй, это основная техника, нужная в доме. Это духовка, холодильник и стиральная машина. Ну, конечно, только этим не обойдешься, но это вот такое совсем нужное и важное. Так вообще у нас много видео о разной технике, ищите в плейлистах на канале. Что ни говори, а у китайских брендов ныне такой интересный период, дающий им, пожалуй, новые возможности роста на российском рынке. И вот я выбрал двухкамерный холодильник, духовку и стиральную машину Haier, о которых реально есть что рассказать и которые, ну скажем так, не по космическим ценам. Хотя, конечно, сейчас сложно понять, что в плане цены космос, а что нет. Оно все стало заметно ближе к космосу, скажем так. Ну вот в каких условиях мы сейчас есть, в какие поставлены, от таких и пытаемся отталкиваться. Двухкамерный, 60 сантиметров ширина. Ну, тут мы по классике идем, говорим о наиболее востребованном таком формате. Он симпатичный, холодильник, если это не встройка, это, пожалуй, техника, ну, которая наиболее обращает на себя внимание на кухне, согласитесь. Да к тому же мы чаще всего холодильником пользуемся, некоторые даже ночью, это я по себе знаю. Этот цвет приятный, он такой коричневатый, с таким легким уходом в какую-то такую золотистость, еле заметную, не напрягающую. Смотрится, кстати, довольно дорого. Есть еще эта модель черного цвета и цвета графит. Открываем, и сразу главное, тут полный no frost и в холодильном отделении, и в морозилке. Размораживать ничего не нужно, ну, кроме таких, знаете, профилактических отключений, там раз-два в год. Продукты, однако, лучше хранить упакованными, но чтобы они не заветривались, потому что движение холодного воздуха при закрытых дверцах тут активное, вентилятор же работает, все распределяет, так что не забывайте об этом. Инверторный компрессор здесь, это хорошо для энергопотребления, оно зачастую ниже, с инверторным контролем мощности и интенсивности охлаждения. Компрессор в этом случае он работает не дискретно, а по другой схеме, которая и электричество может сэкономить, но тут еще много зависит, конечно, от реальных условий эксплуатации, да? И плюс то, что нет постоянных включений, это отражается положительно на рабочем ресурсе компрессора. На него, кстати, Haier дает гарантию 12 лет. И шума тоже меньше. Здесь есть моя любимая история с прокачанным сохранением свежести продуктов. Я так это называю. Вот она. Это зона, где поддерживается температура около 0 градусов. Для очень многих продуктов это самое то, да, охлажденное мясо, там птица, деликатесы мясные, рыба, морепродукты, даже продукты молочные, там сыры, это все тут можно и нужно хранить. И здесь еще регулировка температуры есть, можно выбрать оптимальную для овощей и фруктов, можно быстро охлаждать напитки или хранить то, о чем я говорил выше. Ну вот я бы этот контейнер использовал как раз для этого по большей части, для мяса, рыбы, деликатесов. Потому что далее под этим контейнером есть еще один вместительный как раз для овощей и фруктов. Он с разделителем. Я вот очень люблю вот эти мелочи, которые делают эксплуатацию повседневную удобней. И еще он с технологией сохранения оптимальной влажности. Смотрите, тут вот эта крышка, она мембранного типа, такая респираторная мембрана, благодаря которой влажность тут всегда около 90%, что как раз норм для овощей и фруктов. И по сути, тут получается двойная зона свежести. Низ для овощей и фруктов удобно использовать, такая влажная свежесть, назовем ее так, а верх для иных продуктов, вот о которых я ранее говорил. Такая сухая свежесть, назовем ее так, влажность здесь ниже. Это все и удобно, и позволяет увеличить срок хранения продуктов. Еще момент актуальный именно для качества и продолжительности хранения продуктов. И еще, наверное, такой общей гигиены в холодильнике. Это TABT, модуль антибактериальный, который использует свойства природного минерала турмалина.
Ну, там история про нагрев, в результате чего кристалл турмалина, он электризуется, такое свойство у этого минерала, и причем один конец имеет положительный заряд, а другой отрицательный. И в итоге это такая мягкая ионизация, определенная степень обеззараживания, уничтожения бактерий, там, микроорганизмов, которые могли бы снизить срок хранения продуктов, минимизация неприятных запахов в связи с этим, да, в холодильнике. В общем, больше свежести, если так все свести к одному. Если говорить вообще про организацию внутреннего пространства в холодильнике, то отмечу складную полку. Удобно, можно ставить какую-то более габаритную посуду, продукты, если ее сложить. Или по классике использовать всю площадь, всю поверхность. А есть еще полка для бутылок с напитками, металлическая. Она такая складная, да, то есть она не снимается, но она складная, и в случае, если она не нужна, то вы ее убираете. Ну, очень неплохое такое удобное решение, потому что когда она просто съемная, ее ведь некуда девать. Вот ее нужно убирать, там где-то хранить, а здесь она не мешает. Про морозилку могу сказать, что она довольно вместительная, это 108 литров. Ну, в целом, вообще, это классический такой показатель для двухметрового двухкамерного холодильника. Но фрост здесь, как я уже говорил, ничего не нужно размораживать. Контейнеры разного размера, причем их умудрились тут сделать 4. Все же, как правило, ограничивается по большей части 3, а тут 4. С одной стороны, это неплохо. Но с другой, может, вместо вот этих 2 стоило бы сделать один побольше объемом? Как думаете? Опять же, welcome в комментарии, делитесь мнением. Управление на дверце – это хорошо, потому что никуда не нужно лезть внутрь холодильника. Настройки меняете, а воздух теплый внутрь не заходит, и продуктам хорошо, и расход электричества меньше. Тут такой классический набор дополнительных опций. Есть режимы суперохлаждения, суперзамораживания для отделений. Это чтобы охладить быстро много новых, свежих, например, продуктов. Из супермаркета, например, приехали, и вот это все работает. И, кстати, тоже интересно, эти режимы же есть в большинстве современных холодильников. Напишите в комментариях, вы ими пользуетесь вообще, да? Прямо интересно. И еще не забудем про режим отпуск или выходные, как он тут называется. Морозилка работает в обычном режиме с вашими настройками, а вот в холодильном отделении поддерживается температура плюс 17 градусов, около. Это если уезжаете куда-то, то продукты длительного хранения пусть и хранятся дальше в морозилке, а другие из холодильного отделения логично убрать. В целом, хороший, нормальный, современный холодильник, чтобы хранить продукты семьи, на мой взгляд, из 3-4 человек. Для 1-2 я бы поменьше взял, наверное, для 5 и более, уже побольше. У Haier, кстати, есть. А вот это самое то для 3-4. Он, кстати, производится в России, и не нужно этого бояться, у больших мировых брендов, а Haier, несомненно, к таким относится. У них контроль качества стандартный везде, что у нас на заводах, что в Китае или в Италии или еще где-то. А в нынешней ситуации российское производство, это, пожалуй, даже плюс, потому что может быть легче с сервисом, запчастями. Часть комплектующих, конечно, все равно импортные, но не из Европы. Пишите в комментариях свое мнение об этом холодильнике. Духовка – это прямо такая главная звезда, на мой взгляд, этого видео. Много здесь возможностей для любителей готовить и, что круто, для тех, кто, не супер кулинар, вот как я, она тоже будет интересной. Прямо с этого и начну. Тут есть автопрограммы для приготовления разных продуктов и блюд. Все, что нужно сделать малоопытному кулинару, это положить в духовку то, что должно быть приготовлено. Интересно, что тут есть автопрограммы для приготовления разных мясных блюд. Вегетарианцев как-то немного ребята из Haier обделили вниманием в этой модели. И баранина, и говядина, и телятина, и свинина, и даже оленина, индейка, курица и по несколько вариантов приготовления еще внутри каждого мяса, скажем так. Есть еще специальный авторежим для приготовления пиццы, кстати, с предварительным разогревом до 250 градусов. Все как надо, в общем. Отдельно скажу о вакуумном приготовлении.
Это модная тема. Блюдо готовится при низкой температуре, ниже 100 градусов, и получается сочными, ароматными. Во многом больше полезного в продуктах сохраняется, чем при обычном запекании, например. Имеется в виду, что вы упаковали блюдо при помощи вакууматора в пакет, создали вакуум, откачали воздух и дальше в духовку. Здесь, конечно, нужно соблюдать определенные рекомендации и по весу, и по толщине кусков, если речь о мясе, например, и так далее. И это все, кстати, есть в инструкции, в руководстве по эксплуатации духовки. Реально все хорошо расписано. Такое низкотемпературное приготовление может занять больше времени. Конечно, но это не сутки, как многие почему-то думают. Это до 2-3 часов или даже поменьше. Зависит от того, что именно вы готовите, какой вес, как порезано. В общем, это расширение кулинарной палитры. Даешь больше вкусных экспериментов на кухне. Кстати, если продолжить тему вакуума, здесь еще функция хранения продуктов, приготовленных в вакуумных пакетах. По таймингу это максимум 24 часа. Да? Мясные блюда, рыбные, бобовые и другие. Есть даже температурные настройки 63 или 70 градусов. Немного разные задачи хранения. То есть приготовили и храните определенное время, даже до завтра можно, и все остается сочным и свежим, теплым, при этом расход электроэнергии небольшой. Интересная технология, но, конечно, именно для тех, кто любит готовить и любит открывать в этом плане новые возможности. И вот не зря я так точно обозначил температуры. Помните, 63 градуса, 70 градусов. Эта духовка, она умеет поддерживать температуру очень точно. Колебания не больше градуса. Это важно для определенных рецептур, такая точность. Для того же вакуумного приготовления и не только. Этому тут служит максимально равномерное распределение горячего воздуха по рабочей камере. Она, кстати, весьма вместительная, 72 литра объем, плюс еще прокачанная конструкция воздуховода в верхней и задней части рабочей камеры и современный температурный контроллер, такой датчик на базе PID-технологии. Простыми словами, это сравнение вводных данных, в данном случае температуры, с реальными в духовке и максимально аккуратная оптимизация нагрева, исходя из них. В общем, температура тут контролируется максимально точно. И если оставаться в теме приготовления пищи, а где еще оставаться в разговоре о духовке, да, то отмечу термощуп в комплекте поставки. Большие куски мяса, ростбиф, другие блюда. Все это можно готовить, правильно, хорошо, если хотите полностью контролировать процесс именно так, как это нужно. Термощуп, кстати, работает и с автопрограммами, о которых я выше говорил, так что в этом плане тоже удобно. Еще отмечу большое количество режимов нагрева. Это прямо очень хорошо и точно закроет все потребности в этом плане, даже у привередливого кулинара, я думаю. Есть специальный режим, кстати, для расстойки теста 35 градусов, и есть бережное размораживание, такой мягкий обдув воздухом, нагретым до 40 градусов с возможностью задать время. То есть можно ускорить процесс, но при этом не испортить продукты, а просто бережно их разморозить. Духовка, как я уже сказал, вместительная, 72 литра. Здесь 6 уровней приготовления и 2 комплекта телескопических направляющих с ней поставляется. То есть на 2 уровнях можно максимально безопасно и удобно готовить. Их можно переставлять по уровням или докупить еще направляющие. Трехслойное остекление дверцы, тангенциальное охлаждение для снижения нагрева окружающей мебели и электронного блока управления. Это все работает на эффективность и безопасность использования духовки. По очистке задняя стенка с покрытием каталитическим, с каталитическими свойствами. По сути, это самоочистка во время работы духовки, плюс есть специальная программа очистки паром. Главное, не запускайте. Даже каталитические панели, их нужно все равно аккуратно очищать потом мягкой такой губкой без абразивных материалов. В финале еще скажу о доводчике дверцы. Да, плавно все закрывается, без стука, без громких звуков и хлопков. Управление, оно полностью сенсорное. Это не только современно и круто выглядит, это еще и удобно
ну вот в плане содержания в чистоте. Протер быстро тканевой салфеткой и все. Вместительная современная духовка на кухню с интересной функциональностью. Вот прямо нравится она мне. А вам как? Пишите в комментариях. Начнем с дизайна. Вроде для стиралки, ну не так уж это важно, да? Это холодильник, он красуется на кухне, а она в ванной скромненькая. И вообще главное, чтобы вещи хорошо стирала. Окей, если вы так думаете, я вас вполне понимаю, но сам люблю красивую технику, и поэтому не могу не обратить внимания на дизайн. Тут она круто выглядит, реально, особенно вот в этом серебристом цвете, хотя есть варианты и классического белого цвета, такая же модель. С учетом того, что это узкая машина, у нее очень неплохая загрузка, до 7 килограммов. Ну, загруз, конечно, дело такое. Максимум это всегда для хлопка, для других тканей, программ она меньше. И потом одно дело какие-нибудь футболочки, там толстовочки, а другое одеяло объемное. Я вот недавно хотел постирать в стиральной машине, тоже узкой, чехол от матраса. А нет, не поместился. Но справедливости ради, он у меня объемный довольно, и вообще его рекомендовано в химчистку сдавать. Это я уже решил самодеятельность проявить. Но в целом 7 килограммов показатель хорош. Мотор тут инверторный, значит тихий. Это, на мой взгляд, важно. В процессе работы машину почти не слышно. Ну, вода, понятное дело, может шуметь, плюс шум при отжиме, это остается. Но вот именно мотор работает очень тихо. Еще он меньше электроэнергии потребляет, и он же бесщеточный, меньше изнашивающихся элементов точек трения, дольше рабочий ресурс. Хайер дает гарантию 12 лет на мотор, а на саму машину, кстати, гарантия 5 лет. Такое вообще-то поискать еще надо, это круто. Барабан стиральный здесь фирменный, хайеровский Pillow Drum, подушечный барабан, если дословно переводить. Подушечки и 2-миллиметровые отверстия для воды на внутренней поверхности барабана. Они дают быстрое смачивание вещей и, скажем так, аккуратное скольжение их. То есть сохраняется некоторое бережное механическое воздействие, что вместе с воздействием моющего средства в итоге должно обеспечивать отличный результат стирки. И стирка тут заявлена, кстати, класса А, если что. И, кстати, белье защищено от зацепок, потому что лазерная технология сварки дает в итоге максимально гладкий шов внутри. Он почти неощутим, даже если просто провести вот рукой внутри барабана. Ну и пока мы тут внутри, скажу еще про технологию автоочистки манжеты люка и стекла. Сюда подаются направленные струи воды, которые и очищают все. Но минимизировано накапливание загрязнений каких-то, облегчен уход за машиной. Хотя я бы иногда все равно проверял, что там с манжетой, не нужно ли где-то что-то протереть. Ну и стекло заодно. Но с ним проще. А манжета вот эта резиновая, это всегда момент, требующий периодического внимания. По программам, вот это то, что мне нравится тоже. Их тут немного, но, на мой взгляд, есть все, что нужно для большинства случаев стирки, скажем так. И деликатные циклы есть, и повседневные для смешанных тканей, детская одежда. Тут температура воды может быть даже до 90 градусов, максимально высокой. Для постельного белья отдельная программа. Вот удобно. У меня в моей стиральной машине нет такого цикла и не хватает. Рекомендуется он именно для хлопкового постельного белья, если что, для разных его видов. Цикл для синтетики от 30 градусов. Отдельно отмечу короткий цикл, 15-минутная быстрая стирка килограмма вещей. После спортзала, например, форма. Рекомендую, кстати, использовать жидкое моющее средство, вот именно для коротких программ. Вообще, что касается уменьшения времени стирки, тут есть технология iTime. В большинстве программ возможно уменьшить время стирки, выбрать какой-то из предложенных вариантов, который короче стандартной продолжительности. В целом, машина, благодаря функции автовзвешивания, сама может определить, сколько стирать ваши вещи. Об этом, кстати, как раз надпись «Авто» говорит. Но если вам нужно реально ускорить процесс, вы можете это сделать перед стиркой
и изначально понимать, сколько она займет времени, используя именно функцию iTime. Естественно, несколько изменится алгоритм, там время непосредственно стирки, например, может быть сокращено, но процесс будет более интенсивным при этом. Есть возможность добавить полоскание, да, можно добавлять до 3 дополнительных циклов. Если стираете с порошком, есть нечувствительная кожа, хотите, чтобы ничего не осталось, никаких следов моющих средств, добавляйте. И пар еще, его можно добавлять к определенным программам, и тогда у вас в конце цикла будет обработка паровая. Это дополнительная гигиена плюс подготовка к глажке. Меньше складок, заломов, или можно вообще запустить отдельный паровой цикл для вещей без стирки. Например, для тех, которые нельзя стирать или пока стирать не нужно. Освежение, удаление пыли, запахов, в некоторой степени разглаживание, меньше складок, опять же, легче погладить потом уже утюгом, если нужно. Напишите в комментариях, кстати, ваше мнение по поводу пара. Нужен он или нет, используете или нет, хотели бы использовать вот в стиральной машине. Может быть, с какими-то проблемами паровыми, назовем их так, сталкивались. Пишите в комментариях, интересно. Таймер отсрочки старта стирки есть. Можно назначать стирку, на ночное время, например, когда электричество дешевле, да, если у вас многотарифный счетчик. Защита от протечек тоже тут предусмотрена, в том числе есть модуль Аквастоп, это отключение подачи воды сразу при повреждении наливного шланга происходит, да, этого не нужно опасаться. Нормальная стиральная машина, в ней есть все, что нужно для качественной стирки с соблюдением рекомендаций из инструкции, это важно. С ней несложно, не занимает много места, узкая, но при этом неплохие параметры загрузки, современный инверторный мотор, пар, выбор времени стирки, да, возможность сократить, хорошая гарантия. Вообще не стыдно за нее, да? Пишите в комментариях ваше мнение об этой технике. Конструктивные вещи всегда интересно почитать и принять к сведению и мне, и производителям, а они нас смотрят и приходят в комментарии. Вот эти 3 устройства, холодильник, духовка и стиральная машина, они не супер дорогие, но и не бюджетные тоже, конечно. Сейчас я бы отнес их к какому-то такому среднему уровню, с учетом нынешнего бардака с ценами, может быть, верхняя граница среднего сегмента. При этом все 3 вполне интересны функционально. У каждого прибора есть фишечки свои. У холодильника это хорошая зона свежести и турмалиновый антибактериальный модуль. Духовка, это вообще шик, с ее морем автопрограмм и возможностью готовить продукты в вакууме. И стиральная машина тоже выглядит вполне окей. Тут вам и пар, и выбор времени стирки, и хорошая загрузка для узкой модели. И отличная гарантия на мотор и саму машину, кстати. В общем, мы хотели показать 3 устройства Haier, таких максимально интересных, в смысле реализованных в них технологий и подходящих для наших домов, но при этом не за космические, повторюсь, деньги. И мне кажется, что у нас получилось. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает. Подписывайтесь, делитесь этим видео с теми, кто ищет технику домой. А еще заходите на наш сайт toster.ru и ищите нас в соцсетях. Там у нас тоже много интересного про дом и быт, не только наши видео. Все полезные ссылки, в том числе на технику из этого видео, в подписи. До новых обзоров и тестов.